Всем привет! С вытеснением диких животных с их территории обитания все острее ощущается проблема сохранения популяций диких существ. Уже созданы и продолжают создаваться резервации по сохранению диких животных, которые из-за человека оказались в трудной ситуации. Прежде всего это детеныши, матери которых были убиты браконьерами и охотниками, животные, разводимые в коммерческих целях, и животные, оказавшиеся в зоопарках. Их надо спасать, но у каждой организации разный подход к решению этой проблемы. Некоторые из них спасают животных, ухаживают за ними до репродуктивного возраста, а после отпускают в дикую природу или заповедники, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Другие же ухаживают за ними на протяжении всех их жизней, либо дают специализованные центры по реабилитации животных, где их после отпускают. Практически все эти организации являются некоммерческими и существуют за счет пожертвований, которые они получают благодаря популяризации своей деятельности, которую часто можно увидеть в социальных сетях и документальных фильмах о животных. Вот о такой организации сегодня и пойдет речь. Это фонд черного ягуара, белого тигра, основателем которого является Эдуардо Серио. Фонд базируется в Мексике и занимается спасением и приемом больших кошек, а также собак и других животных. Как сообщается на официальном сайте организации, ее основатель Эдуардо Серио, мексиканский бизнесмен, который проживал в Лос-Анджелесе, отправился в октябре 2013 года в командировку в Монтеррей в Мексику. Но, как потом оказалось, для Эдуарда эта поездка была в одну сторону, которая навсегда изменила ход его жизни. В Монтеррее ему позвонил его двоюродный брат, эксперт по животным с более чем 25-летним опытом. Он разделил его разочарование тем, что в зоомагазине продавался маленький черный ягуар с целью получения дохода посредством фотографирования. Эдуардо, который верил в равенство всех существ, ухватился за эту возможность и спас чела от жизни в неволе, оставив позади всю свою жизнь в Лос-Анджелесе. Это событие подтолкнуло его к созданию фонда черного ягуара, белого тигра. В настоящее время с помощью преданных друзей и миллионов верных последователей во всем мире фонд с 2013 года спас и заботится о более 400 больших кошках, включая ягуаров, тигров, леопардов, рысей, львов и пум. Они это делали как юридическими, так и незаконными методами. Кроме того, там нашли приют 300 различных видов, как медведи, койоты, птицы, обезьяны, собаки и свиньи. И как сообщает Википедия, фонд не предоставляет никакой информации о происхождении кошек, а также о большом количестве детенышей, которые отображаются в социальных сетях организации. Именно это и опасения по поводу небезопасных контактов между людьми и большими кошками вызвали критику со стороны защитников прав животных. Организация PETA критикует фонд за эксплуатацию и неправильное обращение с дикими кошками, за то, что их держат в небольших вольерах и продвигают в качестве домашних животных. PETA также выразила обеспокоенность по поводу большого количества детенышей, которые, вероятно, оторваны от своих матерей и не удовлетворяют свои основные потребности. Они также утверждают, что когда животное становится старше, от них избавляется. К сведению, фонд не аккредитован Всемирной Федерацией заповедников. Именно скрытая пропаганда небезопасных контактов людей с большими кошками и должна служить предостережению для любого здравомыслящего человека, поскольку любой контакт человека с дикой кошкой, особенно неподготовленного, может привести к печальным последствиям. И самое ужасное, что в этом могут пострадать маленькие дети, которым решили показать дикую кошку. Тем не менее, основателя фонда, который часто сам на камеру играет с дикими кошками, трудно назвать непрофессионалом, и тем более человеком, который не любит диких животных. И чтобы не заострять на грустном, давайте насладимся играми Эдуарда со своими подопечными, белым тигром и пантерой обсидианового цвета. А после каждый для себя сделает выводы и, возможно, поделится ими под этим видео. А вот белый бенгальский тигр, просто красавец. Está bien pesado, papá. Está bien pesado, Lenzo. Тигру действительно нравится бороться с хозяином фонда. Lenzo Lingui. ¡Ey, sí! ¡Ay! Puta, me está clavando el codo. Ay, en el esternón, no, pues la paso, no puedo respirar. Espérate.
Как мы видим, у них действительно хорошие отношения. Hola, loco. ¡Ah! Hola, hola, hola. Ah, sí. Por vídeo. Grábale. Сейчас что-то произойдет.